Мать навещает своего сына в морге, чтобы попрощаться, и делает самое невероятное открытие. То, что она обнаружила, потрясло всех вокруг. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Екатерина уже воспитывала 4 детей, когда забеременела 5-м. Это должен был быть мальчик, и Екатерина и ее партнер Алексей надеялись, что беременность пройдет хорошо. Но, к сожалению, на 26-й неделе беременности у нее начались схватки, и она срочно обратилась в больницу, было слишком рано для рождения малыша, но остановить процесс было невозможно. Маленький Илья появился на свет 8 апреля 2017 года. Почти за 3 месяца до срока он был крошечным, весил всего 1,5 килограмма, и хуже всего было то, что он, казалось, не дышал и не подавал признаков жизни. Врачи пытались реанимировать ребенка и вызвали неонатолога, но тот также не смог обнаружить никаких признаков жизни, Илья считался мертвым, и об этом официально объявили, выдав свидетельство о смерти. Его хрупкое маленькое тело завернули в ткань и поместили в небольшой деревянный гроб. Екатерина находилась под наркозом во время родов, и когда она проснулась, ей пришлось выслушать страшную новость. Женщина была разбита горем и не могла поверить, что потеряла сына. Все произошло очень быстро. Она почувствовала сильное желание увидеть своего малыша, убедиться, что он действительно мертв, и сфотографировать его для отпевания. Она сказала Алексею о своем намерении и убедила его и брата отвезти ее в больничный морг. Они получили разрешение врачей. С момента рождения Ильи прошло уже более 12 часов. Спускаясь в морг, Екатерина мысленно готовилась к этому моменту. Она все еще была слаба после родов, и трудно представить, что она чувствовала. Ни одному родителю не доводилось бы переживать подобное. В морге Екатерина и Алексей обнаружили маленький гроб Ильи. Когда Екатерина наклонилась над коробкой, она посмотрела на крошечное тело своего сына и коснулась его руки. Затем она осторожно отодвинула ткань от его лица. И произошло немыслимое. Женщина внезапно услышала едва различимый плач и увидела большие блестящие глаза сына, смотрящие на нее. Потрясенная, она отпрянула и решила, что ей это мерещится. Илья словно проснулся у них на глазах, будто говоря: «Мама, я знал, что ты придешь». Все были ошеломлены. Как это возможно? Пока Екатерина и ее муж стояли в оцепенении, брат Екатерины немедленно среагировал. Он схватил ребенка и побежал в отделение новорожденных. Изумленные врачи подтвердили, что мальчик жив, и немедленно поместили его в реанимацию. Нужно было согреть его тело, обеспечить кислородом и питанием, а также провести анализы, чтобы понять, не нанесло ли пребывание в холодильнике морга непоправимого вреда. И параллельно нужно было ответить на главный вопрос: как такое вообще могло произойти? Пока Илья проходил лечение, родители пытались осознать случившееся. Они думали, что потеряли сына, но постепенно начали понимать, что он жив. «Я не могу объяснить, что произошло-то», — говорил Алексей. Но Бог сотворил чудо. Врачи тоже не могли дать объяснений. В больнице началось расследование, чтобы выяснить, кто понесет ответственность за столь ужасную ошибку. Вовлеченный персонал должен быть привлечен к ответственности, заявил заместитель министра здравоохранения региона. Тем временем состояние Ильи стабилизировалось, и вскоре было решено перевести его в больницу в Москве, где находилось специализированное неонатологическое отделение. Через несколько дней всех вновь охватил ужас. Илья перестал дышать. Его сердце остановилось из-за кровоизлияния в легкие, и потребовалась комплексная реанимация.
Этот эпизод нанес непоправимый ущерб мозгу ребенка, и врачам пришлось сообщить, что только 10% его мозга продолжает функционировать. Следующие 8 недель Илья провел в московской больнице. Он постепенно креп, набирал вес и вскоре смог самостоятельно пить грудное молоко, что было хорошим знаком. К сожалению, Алексей не выдержал давления и бросил Екатерину и детей. Теперь ей приходилось справляться совсем самой. Наконец, после долгих месяцев страха и тревоги, Илья окреп настолько, что смог вернуться домой. Екатерина чувствовала, что держит в руках настоящее чудо. Однако он все еще оставался в опасности, и в течение следующих 15 месяцев у него развились осложнения. Были проблемы с развитием, и было ясно, что преждевременные роды, 12 часов в холоде и остановка сердца оставили глубокий след. Екатерина окружила сына заботой и любовью, хотя жила небогато, и ей было очень тяжело. После серии обследований стало ясно, что Илья страдает микроцефалией, при которой его голова и мозг не развиваются должным образом, а единственным шансом является пересадка стволовых клеток. Лечение сложное и очень дорогое. Денег у Екатерины не было, но она надеялась отправить ребенка в Китай, где можно было пройти терапию. Она начала сбор средств, хотя врачи предупреждали, что Илья недостаточно крепок для перелета. В конце июня у мальчика вновь произошла остановка сердца, и Екатерина отвезла его в больницу. Илья был подключен к аппарату искусственного дыхания, но оставался в критическом состоянии, и реанимация больше не помогла. Его сердце остановилось окончательно. И мальчик умер. Это было невыносимо. Нельзя представить боль матери, потерявшей сына во второй раз, теперь уже навсегда. Делая свою историю публичной, Екатерина написала трогательное прощальное письмо. «Сегодня, моя любовь, мы не прощаемся, потому что однажды увидимся снова». Она написала, что благодарна за каждую минуту, проведенную рядом с ним. 1 год, 3 месяца и 15 дней сделали меня самой счастливой женщиной на земле. Она верила, что у Ильи была миссия. Однажды к ней подошел парень и сказал, что хотел покончить с собой, но, увидев борьбу Ильи, понял, что и сам должен бороться. У меня мурашки по коже, и я желаю Екатерине и ее семье сил в этот тяжелый период. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.